Извинения. Привет, привет, мои хорошие. Вчера мне задали очень хороший вопрос на тему развода. И девушка пишет, что она замужем уже много-много лет, и сейчас состояние, что ща разведемся. И я вообще решила поднять эту тему. Сейчас я найду даже это сообщение, его вам зачитаю. Я решила поднять эту тему, потому что это очень частая тема, очень актуальная. И часто ко мне с этим приходят, с вопросом, быть или не быть, как быть, если, а что если. В общем, тему я назвала этого эфира «Развод. До и после». Смотрите, я сейчас для начала зачитаю сообщение девушки, которая вообще затеяла эту тему, и дальше буду вшивать в свой эфир вопросы, которые мне задавали, ну и уже распаковывать каждую тему. Девушка пишет: в браке 20 лет, муж любимый, но в последние 2 года стал на первое место ставить друзей, а не меня и семью. Очень обидно. Я ему начала об этом говорить. Сначала он вообще не признавал своих косяков, потом признал, но менять ничего не хочет. Даже при угрозе потерять семью, развод, у него кризис 40 лет, у меня, видимо, личный. Так что не устраивает, а как дальше, непонятно. Я уже не могу молчать, и, конечно, эмоции перекрывают разум и конструктив. Вот здесь я зацепилась за фразу. Мне обидно, я ему об этом начала говорить. Я всегда говорю, что взрослый человек злится, а ребенок обижается. И есть у нас, конечно же, наш паспортный возраст, это сколько нам годков по паспорту. И есть у нас возраст психологический, возраст нашей зрелости. И если говорить о нашей зрелости, она не всегда соответствует нашему паспортному возрасту. Поэтому, мои хорошие, если у вас возникает обида, то это как раз про детскую позицию, что где-то когда-то у вас там что-то застряло, какая-то эмоция где-то в детстве. И вот эта эмоция сейчас у вас возникает, потому что ожидание к партнеру, как к папе, как к маме, либо еще какую-то пустоту внутреннюю вы пытаетесь заткнуть партнером. Поэтому, если он не соответствует вашим ожиданиям детским, что ты сейчас будешь мне мамой или папой, то это о чем? О том, что я буду обижаться. Поэтому, если у вас эмоция обиды, это про детскость. И наша задача: растем, мои хорошие, созреваем. Для этого есть терапия, для этого есть умные книги, для этого есть консультации. Это если из долгих вариантов взросления. Я для этого создала быстрый вариант взросления, когда на моей перезагрузке люди за 2 месяца получают all-inclusive результат. Но это чуть позже, а сейчас пока продолжаю про развод. Смотрите, во-первых, давайте для начала поймем, что люди встречаются, люди расстаются. И нам никто не принадлежит, ни наши мужья, ни наши дети. Нам никто не принадлежит. Мы пришли с собой вот так в этот мир, и мы уйдем вот так из этого мира, только сами с собой. А по пути в жизни, в этой длинной дороге, в этой школе под названием «Жизнь» мы встречаем попутчиков, мы встречаем одноклассников, мы встречаем еще каких-то людей, с кем мы вместе учимся, получаем опыт, косячим, ошибаемся, друг другу иногда вредим. И наша задача делать выводы и проходить свое взросление, созревание. Наша задача понять, что мы растем не только вот этим вот телесом, но наша задача расти еще и вот здесь, своим сознанием, своим мышлением. И только там, где мы проходим свои переходы, проходим свое созревание, наша жизнь ровненькая. А если в нашей жизни какой-то трешак начинается, и нас вот так начинает колбасить не по-детски, это о чем? О том, что здравствуй, новый переход. Эй! Очередной кризис, он не для того, чтобы нас убить, а для того, чтобы мы прошли свой переход, чтобы мы прошли свои уроки, чтобы мы сделали свои выводы, ну и дальше проходили свое становление и взросление не только телесом, но и сознанием. Соответственно, кризис – это неплохо. Кризис
Это показатель того, что мы переходим. И если у нас трешак в жизни сохраняется, это о том, что мы топчемся на месте. Кризис у нас удлиняется. Топчемся, и топчемся, топчемся, и топчемся, топчемся, и топчемся. Соответственно, не проходим переход. Соответственно, жопа продолжается, усиливается. Сначала это намеки, потом это прям уже посерьезнее дает о себе наша жопа знать в жизни, да. Потом у нас начинается уже хардкор, потом последняя инстанция, когда херачит уже по здоровью. Когда тело говорит, ща помру, и дает болезни. И вот наша задача не доводить до болезней, а вовремя научиться видеть. Кризис, здравствуй. Значит, круто, значит, я расту, значит, новый переход. И, соответственно, любое расставание, любой развод – это о том, что что-то меняется в нашей жизни. Мы меняемся, либо партнер меняется, а мы не меняемся. Давайте я вам сейчас расскажу о том, что же может быть причиной вообще расставания. Почему люди начинают думать о том, что что-то плохо. Первое, конфликты могут возникать, и уже возникать вопросы о том, что, а может быть херово мне с человеком, а может быть не то, а может быть скучно. Это о том, что у вас нет эмоций. Это лайтовые варианты. Нет общих эмоций, нет новизны общей, и у вас жизнь просто галимая бытовуха. Поели, покушали, покакали, никаких эмоций, легли спать. Потом уже и секса не особо хочется, и у людей развлечением становится поругаться. Особенно это сильно развито, когда два интроверта. Эмоций не хватает, и они начинают себе развлекухи устраивать через скандалы. Почему? Объясняю. Во время скандалов вырабатывается у нас нейромедиатор дофамин или допамин. И так одинаково. Правильно? Я об этом рассказываю на второй неделе перезагрузки и показываю прямо на примерах, как это возникает во взаимоотношениях. И люди начинают моделировать конфликты и скандалы, потому что им как-то, постненько и скучненько. Обычно такие пары говорят, наша лодка разбилась об быт. Скучненько. И когда постоянные скандалы и конфликты, они вроде бы это их и вштыривает, но каждый раз думают, а может быть, нахер развод? А может быть, нахер не надо? И вот здесь, если у вас еще и внутренняя зрелость не прошла, что происходит? Ребенок обижается, ваша детская часть, и говорит, ой, все, уйду на помойку, наемся червяков, ты мне предложение тогда не сделал, и платье мне не купил, а мужик сидит и думает, и ты вообще не девственницей до меня была, ну тебя, сук такая. То есть, смотрите, возникают обиды. На конфликт накладываются обиды. Здравствуй, незрелость, детсад пришел. Отлично, подготовительная группа. Вот здесь как раз брать себя за руку и идти доращивать свои детские части. Для того, чтобы научиться, как конструктивно качать гормон дофамин, и так, повторюсь правильно, и как делать свою жизнь красочной, разнообразной, чтобы не через скандалы получать эмоции, а через другие более конструктивные пути. Об этом я говорю на перезагрузке, на своем авторском курсе на второй неделе. Дальше, мои хорошие, идем. Еще почему может быть вот это состояние, что постоянно плохо в отношениях, да? Когда один из партнеров застревает в родительской позиции. Смотрите, когда начинает мамкать или папкать, он ее начинает. А ты покушал, а ты покакал, а ты туда сходил, а ты резюме свое подал, а ты вот это вот сделал. Если в первой позиции, там, где обидки, партнер сидит вот так вот, ожидает, что сейчас его будут развлекать, сейчас ему покажут мультик, сейчас его куда-то поведут, сейчас партнер доработает и придет и будет его развлекать, и вообще не развлекается, и вообще как-то постно. То во втором случае вы или ваш партнер начинаете мамкать. Как это происходит? Когда давайте про одного партнера скажу. Партнер застревает в работе. Он день и ночь херачит. Второй сидит в инфантильной позиции. Вот тот, первый, который херачит, он все время в заботе, он все время в служении. Он давай это сделаем, давай то. Он обеспечивает, он покупает. Он, притом неважно, это может быть и мужчина, и женщина.
Этот партнер, он всегда обеспечивает потребности семьи и закрывает потребности. А второй такой вот сидит, вот он вялый, он квелый. Он такая принимающая, капризничающая сторона. И получается, вот тот, кто все время мамкает или папкает, этого партнера перестают воспринимать как сексуальный объект. У него ведущая эмоция окситоцина, он дает окситоцин. На этом привязанности длительные создаются, он сам привыкает к этому партнеру, которого он мамкает все время, да, он не может от него оторваться. А тот, который принимающая сторона, он будет дальше выкатывать претензии, говорит, да все из-за тебя, да я из-за тебя, да ты вот такая, ты вот такой. И бесконечные претензии. И это думает, блин, я тут вообще не вкуриваю, я тут это делаю, то, сё, пятое, десятое, а мне все говорят, ты плохая или ты плохой. Что-то я не вкурил. Что происходит, что за нафиг? Происходит следующее. Ты становишься либо мамой, а если это мужчина, то становится папой своему партнеру. Ну и, собственно, секс с мамой или с папой – инцест. Не хочется секса с мамой или с папой, это нормально, секс сходит на нет. Ну и, соответственно, отсутствие тестостерона, то, что вы залипли только в одной роли. Кстати, очень подробно буду про роли рассказывать на своем вебинаре. Будет этот вебинар 4 октября. Он так и называется «Ролевые игры», и я буду как раз рассказывать про залипание в ролях, где прям подробно все роли, которые мы проигрываем, в которых мы залипаем, я подробно расскажу и про эту роль в частности, поэтому я скину внизу ссылочку на этот вебинар. Вы по этой ссылочке проходите, регистрируйтесь, и на вебе увидимся. Более подробно все расскажу. Итак, перестать мамкать или папкать своего мужа или жену. И стать для своей жены или для своего мужа партнером, супругом, а не ребенком. Соответственно, мы понимаем из этих двух примеров, там, где один играет роль ребенка, другой играет роль партнера, это о чем? Это утопия. Отношения, считай, сдохли. Потому что это чистой воды созависимые отношения. Там нет понятия отдельности, там есть понимание обида, вина. Ты мне должен, нет, ты сама дура или сам дурак. Ну и, в общем, вот в этом вот месилове конфликтов больше, чем здоровых, счастливых моментов. Ну и, собственно, помним, да, что треугольник Карпмана, он, как мы его называем, динамический, потому что там ролями меняются, и трагический, потому что он всегда ведет к смерти, либо к смерти отношений, либо к смерти партнера, потому что там обида, вина, основа онкология. Все. Поэтому если вы просто разбежались с таким партнером, считайте, легко отделались, и слава богу, помахали платочком, делаем дальше выводы. А вот это ключевое о выводах я скажу вам позже. Дальше, мои хорошие, в каких случаях еще пары распадаются? Вот девушка, которая писала, 20 лет вместе. Смотрите, в начале отношений люди создают общие цели. Нам нужно поехать туда, нам нужно сделать это. У них есть общие темы. И вот на этих общих темах, на общих целях происходит клей для отношений. Клей, когда люди держатся вместе. Чем больше вот этих точек соприкосновения, общих целей, общего времени, общих интересов и общих тем, тем больше будет их прочность. Лет через 20, когда дети выросли, ипотеки выплачены, дома, машины куплены, если вы новую цель не придумываете, ваш брак обречен. Почему? Потому что мы вместе, пока мы делаем общее дело. Нет общего дела, мы идем в разброд, шатание, в диссонанс, и мы расстаемся. Есть общее дело, у нас резонанс, и мы на этом резонансе, как два дельфинчика в волнах, плывем по реке, по морю жизни. Поняли, да? Поэтому посмотрите, если у вас предразводное состояние, то, может быть, еще получится сохранить семью. Получится, если вы качаете взрослость. Я вообще как психолог топлю за сохранение отношений. И когда ко мне приходит, вот у меня тут вот любовница появилась или любовник появился, да, и вот у меня с женой или с мужем вот так хреново, я всегда говорю, давай сначала решим вот в первой системе. Первая система та, которая раньше была создана.
И сначала я топлю за сохранение отношений, за исключением определенных случаев. Дальше я вам расскажу, когда я категорически против, и об этом говорю прямо, что брак сохранять опасно для жизни и здоровья. Но это чуть позже. А сейчас говорим о том, что если у вас есть вот эти вот симптомы, да, не мало эмоций, вы стали мамой или папой своему партнеру, если у вас были общие цели, а сейчас они закончились, вы это изменяете, и есть шанс, что вы можете сохранять семью, и ваши отношения перейдут на новый уровень. Дальше, мои хорошие, вы придумываете новые цели и вовлекаете туда партнера. Если партнер вовлекается, у него есть выбор. Он может вовлекаться туда, может сказать, я хочу по-другому. Просто его душа чувствует, что ему пора в другое место, и ему пора жить по-другому. И наша задача опять, ребенок внутри нас, если мы живем через детскую часть, ребенок скажет, я не могу отпустить, о нет, пожалуйста, мы не настойте, пожалуйста, умоляю тебя, не уходи, не бросай меня, без тебя я точно не выживу. Это детская часть. А взрослый скажет, меня это не устраивает. Если меня это не устраивает, я здесь не намерен оставаться. Ребенок обижается, начинает лопотать. Ну что же так, ну что же, неужели она лучше, чем я, или неужели он лучше, чем я? Ну что же ты, как же себя ведешь? Ну так же нельзя, а что я такого плохого сделала или сделала? Почему ты меня бросаешь, почему ты меня оставляешь? То есть смотрите, это всегда подстройка снизу. А что мне сделать, чтобы ты осталась или остался? И вот это вот лебезение, когда человек ведет себя в подстройке снизу, это о том, что наш партнер незрелый. И он что угодно готов делать, лишь бы только не расставаться. Притом Энн это заворачивает в тему «это же любовь, я же люблю». Это не любовь, это созависимость. Это нездоровое. Итак, ребенок будет цепляться, перевожу, мама или папа, пожалуйста, не оставляй меня, без тебя я точно не справлюсь, я не выживу одна, или я не выживу один. Вот это крик души ребенка. А взрослый, если видит то, что его не устраивает, он говорит, вы что, охерели, блин? В сад! То есть ребенок обижается, лебезит, взрослый может сердиться, если каким-то образом нарушаются его границы. Например, измена. Например, кто-то охренел в хлам и сел на шею и говорит, давай меня корми. Да? Такое очень часто сейчас встречается, когда мужчины так себя ведут. Они забывают, что они мужчины, что они кормильцы. А могут там не работать месяц, 2, 5, полгода, и год, а женщина еще ему там красные бантики навешивает и начинает себя убеждать, что он хороший. Он папа-то хороший, как же я его брошу, да? И мы понимаем, что ребенок будет цепляться и всячески удерживать и не отпускать. Даже после развода ребенок скажет, прикиньте, он женился, у него уже 2 детей, я сижу тут страдаю. Это про детское. А взрослый скажет, меня это не устраивает, ребят, вы что, давайте до свидания. И он обозначает свою границу, и он знает, что он может в любой момент выйти из этих отношений. Как я всегда говорю всем своим мужчинам, всем своим мужьям, которые у меня были. Ребят, я с тобой, пока мне с тобой хорошо. Я буду с тобой все это время, пока мне с тобой хорошо. Вот это молитва взрослого, я с тобой, пока мне с тобой хорошо. Но если мне будет плохо, я сделаю несколько попыток исправить, чтобы стало хорошо. И найти договоренности, найти точки соприкосновения. Опять я топлюсь за сохранение отношений. Но если 1, 2, 5 не получается, то нахрена? Особенно, повторюсь, это очень часто встречается, когда женщины сталкиваются с изменой, раз за разом им вот так вот на уши вот сюда вот лапшу вот так вот вешают партнеры, они говорят, ага, обмани, но останься. На самом деле это меня обманывать не надо, сама обманываться рада. Итак, мои хорошие, мы говорим о зрелости, если мы понимаем, вот есть я, есть то, что для меня важно, есть система моих ценностей, и если у нас с партнером резонанс,
то мы идем вместе. Если мы с партнером, кто-то вырос, кто-то перерос и пошел диссонанс, это нормально. Это единственная норма, когда люди расстаются. И умение отпускать – это основа взрослости, основа взросления. Умение отпускать то, из чего мы выросли. Штанишки вот такие вот были у нас, вот такие вот штанишки, носочки у меня, вот такие вот штанишки коротенькие стали в школе. Мы снимаем эти штанишки, мы надеваем новые. И вот здесь мы еще к следующей причине переходим, когда, допустим, один партнер перерос. Очень часто встречающаяся тема, я сама на эту тему разводилась со своими мужьями. Когда я переросла, я дико расту по жизни, потому что я постоянно развиваюсь, я постоянно черпаю новую информацию, мое сознание растет. И когда ты встречаешься по юности, допустим, со своим партнером, ты первого уровня, и он первого уровня. У меня в канале, в Telegram, выше этого подкаста есть подкасты на тему про уровни сознания. Можете туда провалиться после эфира и посмотреть, послушать, что же за уровни сознания. Когда мы на одном уровне сознания, у нас происходит резонанс. Да? Но когда один из партнеров перерастает, например, одному было нормально сидеть на свои 5 копеек, и вот на какой-нибудь ебучей-вонючей работе, да, когда ты ходишь на работу, да, что ты там делаешь, я домой хочу, то есть это вот все, что человек делает, да, и он согласен на свои 5 копеек, он там скоротал от зарплатки до зарплатки, и слава тебе, Господи, посикали, покушали, покакали, слава Богу. А второму хочется, а я хочу выше, а я хочу больше, а я хочу... Блин, а я хочу машину, а я хочу квартиру круче, а я хочу, в другую страну жить, чтобы уровень жизни был выше и круче. Посмотрите, а один говорит, давай оставим все как есть. А второй говорит, выше, пизже, круче, сильнее. Смотрите, разрыв неминуем. Либо вот этот отказывается от своей мечты и остается на уровне животинки, посикали, покакали, потрахались в лучшем случае. И все, но он предатель себя. Если ты предал себя, и тебя предадут, потому что предатели всегда предают. И вот это вот чудо в перьях, которое тебя вот так вот назад вниз тянуло, и ты еще и заднюю дала или дал, и остался вот с этим чудом в перьях, это о чем? Это же чудо в перьях тебе и изменит, потому что ты себя предаешь, а это существо, которое рядом с тобой пукает, оно точно так же повторит твое отношение к тебе. Объяснила? Поэтому развод вот здесь, расставание неминуемо. Один вырос, другой остался. И это нормально, когда определенный этап вы резонировали, шли вместе. У вас были общие темы, общие цели, общие разговоры, да, как долги отдать и кредиты заплатить. То вот этот вырос, а этот все продолжает говорить, ну вот я тут в долг взяла и купила себе штаники. А может, ты перестанешь просто на этой ебучей работе работать, вонючей, говорит партнер. И, может быть, ты выше будешь расти. Вообще-то ты что, меня не муж, что ли? Ты что, не мужик, что ли? Ты что, меня тут работать заставляешь? И все. Это о чем? Баба тупица, а мужик растет. То же самое бывает в обратную сторону. Очень часто ко мне девчонки с этим приходят. Когда он хороший, добрый, я сама через это проходила, добрейший, милейший человек, папа заботливый, кушать принесет, поднос подставит, да? Ну, это единственное его сильное качество. Денег зарабатывать никогда не слышал. Но я ж работаю, я ж стараюсь, я что могу делать для тебя, дорогая? Бля, мне не надо кушать, варить. Ты мужик, денег принеси. Мама-то мне добудь. Понимаете? И вот здесь опять развод неминуем. Вопрос времени, сколько вы вот в этом садо-мазо-дуэте просуществуете, вынося вот так друг другу мозг. Либо пара растет вместе в резонансе, и она будет вместе идти, пока у них общие темы. Либо это все. Я вам сейчас перечислила те моменты, где можно еще корректировать.
где можно договариваться, где можно идти к психологу, идти в терапию вместе, идти на перезагрузку вместе, где можно доращивать друг друга, когда есть диалог и когда партнер слышит тебя. Он заинтересован так же, как и ты. Они говорят: вот тебе дверь, вот тебе Бог, что хочешь, что делай, иди в жопу. То есть если у человека закрытая позиция, это его выбор. Опять, если мы взрослые, мы принимаем и говорим: до свидания, меня это не устраивает. Если мы в детской позиции, опять цепляемся ему в ноги, падаем на пол и начинаем истерить на тему «обмани, но останься». Дальше идем. Дальше, мои хорошие, я вам перечислю моменты. Там вопрос очень хороший был в Телеграм. Как понять, конец или нет? Тоже очень качественный вопрос. Смотрите, в первых вот этих вот пунктах, которые перечислила, там имеет место диалог. Там имеет место договариваться, имеет место расти. Но опять я предложила раз, два, три, я смотрю, как реагирует партнер. Если партнер двигается, не просто завтраками кормит, как да-да-да, милая, я, буду заработаю, денег тебе отправлю или дам. Я не про это. Я про то, что человек реально поднимает жопу и двигается с тобой в одном направлении. Не друг напротив друга вы сидите, а друг с другом садитесь и в одну сторону смотрите и вместе рулите. Не один тараканит другого, а вместе идете. Он своими ножками, ты вот сюда на хребет ничью сучью жопу не сажаешь. Ты идешь, и он идет. Или она идет, партнер твой. И вот тогда имеет место быть. А я сейчас перечислю те моменты, когда не имеет места разговор вообще. И вам сейчас очень многим это не понравится. Почему? Потому что здесь очень буйным цветом цветет СОЗа. Обычно эти люди зависимые, вот эти деструктивные партнеры зависимы от какой-то своей зависимости, а вы зависимы от них. Поздравляю! Это начало конца. И там вариантов быть не может. Итак, партнером не может быть тот, у кого нет денег. Девчонки, вас тоже касается. И сейчас это касается не только мужчин. Если нет денег, засовываешь в жопу веник и идешь заполнять пробелы. Точка. Ты не способен строить отношения. У людей иллюзия, что семья – это «я его люблю» или «я ее люблю», «я хочу быть с ним, с ней». Все, бабочки в животе завелись, на самом деле, сучий дофамин, серотонин и фенилэтиламин – это первые вестники апокалипсиса, то есть это первые вестники того, что вы влипли в созависимые отношения, и все 7 кругов ада с человеком пройдете. То есть бабочки, если в животе завелись, все, хочу быть с ним, с ней, свое вставить. И люди, потерявшие голову, на эмоциях пытаются строить семью. Объясняю на русском языке для тех, кто в бронепоезде. Семья – это социальное партнерство. Это команда 2 людей, которые договариваются вместе идти по жизни, у которых есть социальное партнерство, социальный договор. Я занимаю статус жены, ты занимаешь статус мужа. Мы идем создавать свой продукт. Продуктом этого социального партнерства ООшки этой являются заводы, газеты, пароходы. Мы в свою ООшку из разных направлений жизни тащим ресурс, и вместе мы становимся счастливее, здоровее и богаче. В нашем партнерстве есть эмоциональная привязанность вторична. И третье, есть секс. Но первично это социальное партнерство. Это и есть формула семьи. Соответственно, если у человека нет денег, и он пирожок ни с чем, и он говорит, я не умею зарабатывать, но невозможно с этим партнером строить отношения. Даже если мужчина берет себе в жены такого зарусика, который говорит, у меня нет денег, я не умею зарабатывать, я красивая, у меня гениталии есть, я умею сосать вот сюда, в рот. Это долго не продлится. Почему? Вопрос времени. Потому что это опять чистая вода созависимость, и
эти женщины на уровне домашних собачек. Потом появляется вторая собачка, потом попугайчик, потом еще енота может привести этот же партнер, тот, который обеспечивает весь этот зоопарк. И потом женщины плачут, что почему он там завел вторую жену или почему любовницу, а потому что это твой выбор быть в роли Зарусика, домашней животинки. Красивая, милая, приветливая, тебя целует, тебя любит, ты место для поцелуев. Но насколько хватит этого, вот это вопрос. Соответственно, то же самое касается мужчин. Мужчины, которые на обеспечении своих жен, потом не плачьте, что появляются вторые мужья. Не плачьте. Не надо называть жену свою сукой, проституткой, прошмандовкой или еще как-то, что она тебя предала. Это нормально. Поэтому вот если ваш партнер не способен зарабатывать, не способен он быть партнером, он социальное партнерство не способен создавать. Он способен быть либо дочкой, либо сыном, ну и все. А там, где дочка и сын, там всегда родительской фигуре нужен партнер. Он будет искать себе партнера. Вопрос времени, когда этот марлезонский балет провалится. Идем дальше. Невозможно, если с партнером договориться. То есть настолько уровень незрелости высок, что этот партнер говорит: да, бля, буду, вот у меня деньги придут, сейчас все заплатим. Либо второе, партнер говорит: никогда тебе не изменил, никогда. Ты что себе придумываешь? Никогда тебе... Нет, там все уже знают, что он ебучка последняя. Он говорит: никогда. Чье слово? Никогда. Либо он говорит: да, я сделаю, да, я заплачу, да, я принесу, да, я заберу ребенка, да, я... А в ответ вот что. То есть вы же четко понимаете своей головой вот здесь, что вы имеете дело с безответственным животным. У этого человека работает только рептильная часть мозга. Рептильная часть – это животная часть. И вот эта вот рептильная часть его, она способна только на поглощение еды, на переваривание еды, на то, чтобы его выделительная система выделяла его переработанную еду, и на то, чтобы изображать вид размножения. То есть все на животном уровне. И если человек не держит слов, вы четко поймите своей головой: бесполезно, невозможно с ним созидать семью. Потому что опять семья – это социальное партнерство, а социальное партнерство – это про что? Про договор. На социальном уровне работают только договоренности. А если договариваться невозможно, возможна ли семья? Нет, милая. Лучше завершить эти отношения, отрыдать свое, отпереживать, ну вот просто пережить это все и идти дальше. Дальше, мои хорошие. Если у партнера алко, нарко, секса, игрозависимости, невозможно. Он болен. Болен. Все, точка. Вот ведь когда он не пьет, или когда она не пьет, а она замечательная мама, или он замечательный папа. Нет такого. Он болен. Время, дети и деньги будут усиливать то, что есть. Это дорога в никуда. Вы сейчас проебы своей жизни, если вы остаетесь с этим партнером. И пытаетесь сами себя обмануть, что все будет ок. Ок не будет, я вам гарантирую. Можете мне потом написать в личку, когда вы расстанетесь. У кого-то 2 года занимает, у кого-то 5 лет, кто-то и 10 лет может потратить на этого партнера, и потом психическое развалина, и уже возраст прошел, я уже постарела, нервы уже ни к черту, здоровье просто по одному месту. И что происходит? Все равно расставание. Если у вас мама там жила с пьяным папой, и потом он под старости лет на пенсии, не знаю, когда у него там почки отказали, его с того света вернули, он сказал: все, больше не пью, и вы мечтаете, что, возможно, ваш пьющий муж, либо пьющая жена тоже так же перестанут пить, посмотрите на свою мать, которая терпела этого алканавта, либо наркомана.
либо игроманы, которые деньги последние в казино и во всяких играх спускают, либо на сексоголика, который не может остановиться, просто туда-сюда, либо членом, либо своим передком, и там без разницы с кем. Там животный уровень, договариваться невозможно. Это отношения в никуда. Дальше, мои хорошие. По-моему, ключевые моменты я вам сказала, с кем невозможно строить отношения. Резюмирую: нет денег, алко, нарко, игры, сексозависимые. Все, техника платочек, вот здесь помахали вслед и отрыдали, вернулись к нормальной человеческой жизни, строим отношения набело. Дальше, мои хорошие, если все-таки развод уже случился, вот здесь очень важный момент, четко понимать опять. Если я пережил либо пережила развод и прошло полгода, год, 2, 5, у кого-то еще дольше, и я все сижу и пержу, смотрю за ним, либо за ней в замочную скважину, либо, может, партнер умер, тоже расставание, да, а я продолжаю о нем грезить, с ним разговаривать по ночам, это о чем? Бегом на терапию, бегом! Потому что если говорить... О, чуть не сшибла телефон. Мгм. Если говорить о том, что мы расстаемся, развод, он приравнивается по интенсивности переживаниям, связанным со смертью партнера. И нам необходимо где-то в среднем, полгода для того, чтобы восстановиться. Обязательно, первое, после того, как это все случилось, понять, что это нормально, что мне больно. У меня были определенные привязанности, у меня были определенные нервы, я была или был на износ, пока вот эти вот конфликты, пока мы разбирались, пока вот эта вот тяжба, ты мне, я тебе, упреки, обвинения, все не то, все не так, энергия уходила. Дальше. Сам развод произошел, тоже жизнь поменялась. Человека, к которому я привыкла или привык, с кем уже сонастроены были в сексе, в быту, уже нет. Все, это расставание, это разрыв. Вслушайтесь даже в слово «разрыв». И это нормально, когда первое время нам больно. И если вы говорите: не-не-не, ничего нет, ничего нет, нормально все, сейчас пойду напьюсь с друзьяшками, с подружайками, сейчас пойду в бар, сейчас пойду в клуб, ничего нет, нормально, вдарилась или вдарился в работу, грудь поправила, пошла. Шум. В жизни создаете шум, и ни к чему хорошему не приведет. Это вытесненные эмоции, которые будут вас бомбить изнутри. И эти эмоции необходимо прожить, выпустить. Быть честной с собой и разрешить себе, что мне сейчас плохо. И какое-то время я горюю, я разрешаю себе этот период. И чем быстрее и больше вы будете горевать, тем быстрее у вас пройдет вот этот период. И наша задача четко понимать, это утрата. И разрешить себе отрыдать эту утрату. У мужчин обычно бывает, парни не плачут, мальчики не плачут, и их с детства учили, да, может быть, кто-то сейчас своих сыновей так растит. Ты что, не мужик, что ли? Мужики не плачут, мужчины тоже плачут. И для того, чтобы быстрее прожить, четко понимать, что я сейчас как можно больше отрыдаю для того, чтобы восстановиться. И эмоции, когда они выходят, во-первых, у нас во время плача, в прямом смысле, сокращение гладкой мускулатуры, оно дает нам расслабление спазмов вот этого вот всего гладкой мускулатуры. Когда мы плачем, сокращение снимает спазм гладкой мускулатуры, нам становится легче. Поэтому я даже парням рекомендую, оставшись самому с собой, прорыдать это. Девчонкам тем более, девки, мы сопливые, мы слезливые, рыдаем, как не в себя. Дальше, мои хорошие, четко понять, что мои отношения пошли по одному собачьему месту не потому, что я плохая, плохой или партнер,
а потому что это был урок. И неважно, это была незрелость, либо, может быть, это была измена, может быть, были упреки, может быть, это были оскорбления, может быть, это была драка. Любая форма созависимых отношений– это урок, в котором мой партнер подсветил мне слабые стороны. Либо я партнеру подсветила или подсветил слабые стороны. Если партнер делает выводы, он растет вместе со мной, если я расту. Если партнер не делает выводов, его откатит назад, и со вторым, и с третьим, и с пятым партнером он будет проживать точно то же самое, пока не сделает выводов. Если у вас возникает такое, что я не выводы делаю, а сижу, ною и обижаюсь, а он, а она, да как мог, да как могла, да я ей, да она мне, да он, да я всю себя, а он чё? Обида. Это о том, что вы не делаете выводов. И со следующим, со своим мужем или женой вы создадите те же самые отношения с говна и палок. И для того, чтобы понять, что же мне подсвечивал партнер, а что я ему подсвечивала или бы подсвечивал, необходима как раз рефлексия. Сесть и осознавать, и отслеживать. О чем были эти отношения? А чему хорошему я научилась, либо научился благодаря этим отношениям? А какие выводы я сделала, опираясь на те ошибки, как я вырос, либо выросла? Ведь это все про переход. И этот кризис был не для того, чтобы нас убить или как-то наказать нас. Кто-то говорит: вот я там кармически вот тогда накосячила, теперь он мне накосячил, и вообще вот теперь вот у меня такая карма. Да блин, ребят, вы хер с трамвайной ручкой не путайте. Карма – это про другое. Это не про то, что сейчас лечь в могилу, уснуть только потому, что когда-то с кем-то косячила или косячил. Это про то, что мы можем менять, делая какие-то кармические проработки, даже если это из прошлых жизней идет. Но опять для этого необходимо сесть и задуматься. Не только одним местом думать, жрательным или размножательным, а сесть и головушкой-то своей пораскинуть. А для чего были эти отношения? А что они мне подсвечивали? А какие я выводы делаю? Какие ошибки я уже не допущу в новой семье? Ага. Если, допустим, это был партнер, которого, там, не знаю, женщинам особенно это свойственно, когда я взваливаю на себя мужика и тащу его, я начинаю превращаться в комитет по усовершенствованию мужчины. Ага, я, значит, стала ему мамой. Вот. Какой мой сценарий? Мой сценарий, что я мамкаю мужчину, что заваливаюсь в роль мамы, он перестает меня хотеть, он начинает меня юзать, я потом всегда остаюсь в крайне. Вот, выводы сделала. Значит, в следующих отношениях делать по-другому. Вот для чего необходим анализ после того, как мы выпустили эмоции. Анализ для понимания, чему же моя душа учится в этих отношениях. И это не партнер, пидорасина последняя, это мой учитель, душа которого согласилась для меня быть плохой, для того, чтобы я прошла этот или прошел этот урок. И, соответственно, вот это как раз и дает нам возможность проходить свои переходы с одного уровня на другой. И все это, мои хорошие, это путь. Путь, который мы идем всю свою жизнь. И если у вас есть какая-то иллюзия на тему, что ща вот один курс прошел, прошла и вообще на всю жизнь сейчас счастлив буду. Нет, мы растем, наши потребности растут, наши учителя меняются. И на каждом этапе жизненном у нас будут свои учителя. И наши партнеры, наши мужья, наши жены– это наши первые учителя, самый близкий круг, который всегда с нами. И мы максимально подсвечиваем друг другу наши сильные и слабые стороны. Поэтому, мои хорошие, делать вывод и расти. Именно всему этому переходу я посвятила свой авторский курс «Перезагрузка», на котором я показываю, подсвечиваю каждому, я и моя команда, у нас целая команда работает, и кураторов, которые со мной вместе проводят терапию, и ребят, которые в продвижении, в CMM, в маркетинге работают со мной в команде. Да? И смотрите, мы с командой работаем с людьми, когда подсвечиваем им их слабые места.
когда мы делаем вот эти выводы, чтобы проходить следующие переходы. И 4 октября я буду давать бесплатный вебинар «Ролевые игры», он называется. Мега полезную информацию я туда собрала. Я уже 1 раз давала этот вебинар. Он просто порвал все возможные продажи. И половина этого потока перезагрузки уже закрыта на первом вебинаре. И, мои хорошие, 4 числа я повторю этот вебинар, но еще в более докрученном виде и презентую новую редакцию своей перезагрузки. Поэтому проходите по ссылке, которую я оставлю после эфира. Проходите, я вас жду, и идем дальше. Проходить свои переходы, улучшать свои отношения, создавать их счастливыми, здоровыми, для того, чтобы кайфовать, а не сидеть и думать: бля, может развод, а может не развод, а может по-другому. Все, на этом я завершаю эфир. Свои выводы, инсайты пишите под этим эфиром. Ну и давайте обсуждать связь.